Здравствуйте, мои дорогие! Я сейчас занята пошивом мальшурцы. В переводе означает фартук для уроков рисования, для уроков рукоделия, рисования и так далее. Основная функция этого фартука – защитить одежду ребенка от пятен краски, клея и так далее. Особенно это область живота и, естественно, рукава. Сам фартук шью я из обычной хлопчатобумажной ткани. Она достаточно плотная, наверное, грамм 180-200 на квадратный метр. Она ничем не пропитана, и мне нужно будет этот фартук пропитать так, чтобы он отталкивал воду, краску, клей, грязь, в общем, все на свете. Это я буду делать самым простым средством, которое есть практически в каждом доме, а если нет, то стоит оно копейки. И это не какие-то специальные пропитки, импрегнаторы и так далее, которые можно купить в магазине. Самое обычное банальное средство, которое стоит копейки. Сейчас я вкратце расскажу про фартук, кому интересно, и буду показывать, как я буду создавать водоотталкивающую пропитку. Значит, смотрите, крой очень простой, рукава реглан. Здесь у меня сточные, потому что этой ткани у меня было ровно 1 квадратный метр, то есть метр на метр. Мне пришлось как-то изощриться, тут сточное, это не важно. Спинки у этого фартука нет. Здесь будет застежка на кнопку. И здесь в области пояса тоже будет такой поясок, который будет застегиваться на кнопку. Рукава на резинке я сделаю. Крой, смотрите, вот здесь по идее должен быть боковой шов, но его нет. Я просто полочку продлила чуть-чуть, сделала ее как бы цельнокроенную с небольшим кусочком спинки. Здесь также, посмотрите, по пройме я сделала, подняла наверх. То есть вот таким образом он немножко будет огибать тело, да. Здесь тоже сделала вот такой фигурный вырез на рукаве. То есть было-то прямо, а вот так вот, чтобы удобно было. Сейчас обработаю косой бейкой все по кругу. Сделаю застежки здесь и здесь. Рукава пока я обрабатывать не буду. Я их буду делать уже, вернее подшивать, вставлять резинку после того, как они у меня будут обработаны. После того, как будет создана водоотталкивающая пропитка. Иначе, когда будет собрано, мне будет неудобно это делать. Фартук готов. Вот я сделала здесь на кнопках ремешок и здесь. Итак, можно начинать создание водоотталкивающей пропитки. Мне понадобится утюг, пекарская бумага и свечка. Самая обыкновенная свечка. Если у вас есть воск пчелиный, конечно, это лучше. Но у меня нет, поэтому я буду делать свечкой. Нужно натереть ткань, поверхность свечой очень тщательно, как следует. Можно будет эту процедуру повторить. После стирки, само собой, надо будет повторять, потому что при стирке, если температура больше 40 градусов, воск будет вымываться. Не пугайтесь, что сейчас поверхность такая белесая, это нормально. Такой способ могут взять на заметку лесники, грибники, рыбаки, садоводы и прочие любители поработать, бывать на природе, где и влага, и грязь. Можно обрабатывать таким методом уже какую-то имеющуюся одежду.
Не обязательно натирать все от и до. Можно натирать только места, которые соприкасаются с загрязнениями, с влагой. Теперь сильно нагретым утюгом через пекарскую бумагу закрепляем. Смотрите, вся белесость ушла. Ткань какая была, такая она и есть сейчас. Ну, она стала немножко плотней. То есть под воздействием температуры воск расплавляется и закрепляется в волокнах. То есть запечатывает какие-то пространства между волокнами, тем самым создавая пропитку. Смотрите, вот видно по вот этой косой бейке, что белесость уходит. Таким способом можно обрабатывать коленки, например, да, на детской одежде. А может быть и не на детской, может быть на каком-то садовом комбинезоне, на каких-то штанах рабочих. Почему бы и нет? Как я уже сказала, при желании можно повторить. Вот там, где горячая у меня ткань, смотрите, воск сразу же расплавляется и туда впитывается. А здесь вот она холодная, я ее утюгом здесь не утюжила. Снова белесость. Но ничего страшного. Сейчас и она уйдет. Для того, чтобы воск не впитался в поверхность вот этой обшивки, да, так сказать, гладильной доски, я подкладываю снизу бумагу и сверху накрываю второй половинкой. И подольше держу утюг. У меня получается двухсторонняя обработка. Запечатывание происходит сразу же с двух сторон. Также бумага пекарская защищает утюг от налипания на него воска. Его, конечно, можно потом тряпочкой очистить, но тем не менее, зачем? Готово. Сейчас сделаем проверку. Для эксперимента я не стала искать ни грязь, ни какую-то краску жидкую. Я налила немножко вина. Вот у меня есть кусочек ткани, из которой я краила. Она ничем не обработана. Смотрите. Впитывается. Видно, да? Все впиталось. И теперь сюда. Смотрите, капля стоит, перекатывается, она не впитывается. Все. Можно сухой салфеткой, можно влажной какой-то тряпочкой промокнуть, и все, готово. Для чистоты эксперимента я взяла еще один лоскут, там, где есть белая ткань. Ну, чтобы понятно было, да, потому что на этой не совсем видно. Вот это тот лоскут, где вино впиталось. И вот здесь вот белая часть, я ее тоже промазала свечкой, подогрела утюгом. Вот, смотрите. Берите на заметку, пользуйтесь. Если вам нравятся мои видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем желаю отличного настроения. До свидания!